Всем привет! Вот таким вот снегом встретила нас утро на Дукате. Здесь есть поселок, потом идем на Билибино. Вот, но у нас должны быть сразу же отступные маршруты. Машина очень старенькая, 76-го года. 76-го года до сих пор работает. Хочу представить вам экипажи, представить место, где мы сегодня ночевали, так называемый пит-стоп, где мы обслужили машины, привели себя в порядок. Вчера так было солнечно. Только так. Ох, мужики нас будут костерить, то что мы не спиртным чокаемся. Мы этих медведей порвем. Всем привет! Вот таким вот снегом встретила нас утро на Дукате. Сейчас мы будем готовить машины и отправляться. Вот так выглядит наша так называемая стояночка, на которой производилось техобслуживание, укладка вещей, подготовка к самому тяжелому этапу трассы. И с котом, да? С котом. Летом я был с котом. После продолжительной езды необходимо обслужить, посмотреть, все ли у нас нормально. Все в порядке? Масло чистое. Все у нас в норме, можно двигать дальше. Мы этих медведей порвем. Сейчас водители разворачиваются. Мы идем пить чай. И начинается самое интересное. Идем через Амалон, здесь есть поселок, потом идем на Билибино. Вот, но у нас должны быть сразу же отступные маршруты, какие у нас могут быть непредвиденные. Соответственно, здесь у нас идет водораздел, вот он. И здесь, соответственно, идет Раздел основной здесь. Вот, видишь, у нас водораздел. Вот идет, вот идет, вот идет, вот идет, вот идет. Это все водораздел. Основной Вот у нас раздел начнется вот здесь. Нет, вот это все хребты, здесь у нас водораздел везде. Это Чукотское Нагорье начинается. Тебе карту поднять, что ли? Да не надо карту, просто нужно пройти. Ты поехал, посмотри, вот. Машина очень старенькая, 76-го года. 76-го года до сих пор работает. Я ее, правда, переделал, перемодернизировал. Это был автомобиль Урал-375, зажигалка, как говорят, карбюраторный. Я его перестроил, поставил, установил сюда дизель ЕМЗ-236. Ну, естественно, тут кое-что поменялось. Капот, облицовка, кое-что пришлось переносить. А так машина вот до сих пор, 76-го года, до сих пор исправно служит. Ну, бывают всякие разные нюансы. По расходу больше, дизель более экономичный двигатель. Бензиновый он, конечно, помощнее. Здесь, допустим, 160 лошадей, а там у карбюраторного было 180 лошадей. Ну, на запуск он, конечно, дизельный двигатель потяжелее. Ну, а так, если все сделать по уму, то работает в тайге очень исправно. Вот сколько лет он мне уже служит.
наверное, уже больше 25 лет я на нем ездил. Ни разу не подводил, ни разу. Всегда меня до дома довозил, за что я ему очень благодарен этой машине. Здравствуйте, меня зовут Руслан, я координатор. Хочу представить вам экипажи, представить место, где мы сегодня ночевали, так называемый пит-стоп, где мы обслужили машины, привели себя в порядок. Ну и хочу подробнее представить наши команды, наших пилотов. Это самый главный здесь. Это хозяин. Хочу представить вот этих двух человек. Руслан Алексеевич, Сергей Михайлович. Два старых друга, которые, собственно говоря, два противоборствующих лагеря, которые вчера устроили эти гонки, и благодаря которым, собственно говоря, все это и произошло. Я хочу отдельно сказать вам, мужики, спасибо за тот прием, который вы нам обеспечили. Это ваша родная вотчина, ваш родной Дукат, в котором вы все время проводите. Ну и тем не менее, вот скажите, как вот вы себя ощущаете сейчас? Вот необычное, что-то есть необычное. Вот вы два друга, а вы постоянно вчера гоняли на перегонки. Вы же матерились друг на друга, как сапожники. Ну, мы будем продолжать это делать. То есть потом вот это вот все за столом, это все к нулю, да? А только садитесь за руль? Как только мы сейчас заведем и Ясно. уедем, значит, это уже будет абсолютно другой человек. Я хочу, Там кто уже раньше будет. да, я хочу представить Нурика. Вот. Очень добрый, светлый человек, который нас обеспечил кровом, питьем, горячим чаем, едой. Спасибо большое вот этим людям, которые просто дали нам кров. Вот такие вот простые вещи. Простой быт, но этот быт обеспечивает непосредственно само существование данного мероприятия. Ну, Колымбак. Ну, наверное, его назвали так колымчане, этот Колымбак. Потому что на Колыме у нас с заправками очень сложно. Вообще невозможно заправиться. Вообще, это, можно сказать, запасной бак. Запасной топливный бак. Ребята, поймите, за Колымбаком он возит резиновую женщину, потому что в тайге одному грустно и одиноко. Просто у нас по трассе очень большие расстояния, Даже ехать, если в Магадан, если ехать в Магадан, у нас, допустим, одна заправка через 300 километров, другая там еще через 300 километров, а бывает другой раз приезжаешь, а заправка не работает, просто там не работает ни пистолет, ничего, все там замерзло, а ехать надо до Магадана, продукты везешь, людей везешь, все. Ну, чтоб не замерзнуть, всегда надо иметь запасной бак с топливом. Так, ну вот, друзья, машина практически готова к старту. Остались небольшие нюансы, о которых я просто не могу пока рассказать, потому что я их сам не понимаю. Значит, вещи практически уложены все. Основное в дорогу взято, много еще работы предстоит по пути, по обустройству, по, скажем так, по нашему быту, который мы позже снимем и, конечно же, расскажем, покажем все максимально подробно, чтобы вы полностью представляли, как это происходит. У них логотип Ferrari в машине, если видно. Так, ну, в общем, в данный момент мы собираемся попить чай и будем готовиться к старту. Вот вы идете весенний, здесь Стерлицкая артиллерия, потом здесь Билибино. Здесь везде у нас, получается, населенные пункты, так или иначе. Здесь Амалон, вот он, и здесь на нем сразу же также населенный пункт. Если, допустим, какие-то будут экстремальные моменты, нужно откатываться либо вот на этот участок, либо вот на этот участок. То есть нам нужно с тобой определить участки, если что, Я запасные думаю, нужно маршруты. в любом случае уходить куда-то сюда. Вот здесь прохождение трассы основной.
трасса, да, Сеня? Если это, то вы отходите сюда, и смотри, начинается устье, вот они. И, то есть, в принципе, вот по этой части вы можете пройти. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно, потому что вот здесь вот этот вот участок, это самый сложный, когда у нас будет принятие решения, и мы сможем с тобой сделать выводы. Идти, бьем дальше дорогу, либо просто уходим в обход. Вчера так было солнечно. Михалыч, соревнования. Только так. Ох, мужики нас будут костерить, то что мы не спиртным чокаемся. Потом. Ну не без этого. Кто сказал, что этого не будет? Потому что мы все живые люди, и без этого никак. Кто первый туда придет, тот и поляну будет Так, накрывать. значит, давайте тогда договоримся таким образом. Кто сегодня первый приходит, да, то есть дальше выходит по линии маршрута, значит, тот освобождается от непосредственно приготовления пищи, разжигания огня и разного обихода, все, что связано с бытом. Я за. То есть согласна, да? То есть команда, которая опоздает, я фиксирую, я не играю, это вам придется делать. Я лишь констатирую, что команда пришла раньше, на какое время она раньше пришла, вторая команда опоздала на сколько и так далее и тому подобное. То есть вы согласны, да? Проигравшая команда занимается бытом. Дежурит на кухне. Да, дежурит на кухне. Все, договорились. Согласен. Да, придется побегать. Еще белый медведь сильнее, наверное. Михалыч, может, я буду кашу варить? Нет, ты уже раньше времени, Алексеевич, ты не сдавайся уже. Медведь не должны сдаваться. Ты изначально хочешь на кухне быть? Он же любит вечно, даже разворачивается. А вы, кстати, заметили, что вы даже одеты по, я не знаю, вы что, специально подбирали камуфляж? Белые медведи, значит, в светлом, а полярные волки, ну, типа в серебристом таком. Молодцы. Мы можем сразу же уйти вот сюда вот в верховье и здесь уже по целику уходить вот так. То есть либо с этой точки уходить на обратно. Обратно, то есть Да. вот здесь. Но вот эта точка, И она вам- все воды идут вот сюда. На крайняк вам нужно выйти вот сюда. Да, И здесь да. уже, да. Зафиксировано. Я обращаюсь к международным компаниям, автоконцернам, средствам массовой информации, электрокоммуникационным компаниям принять участие в уникальном проекте «Авторалли. Выжить, не сломаться». Мы вас ждем.